Добрый день, с вами Аграфина, мой канал Магика до 100. Подробно обо мне можно узнать на моих сайтах, найти меня в телеграм-канале, инстаграме Аграфина Таро. Также еще есть мои каналы на YouTube Аграфина. Сегодня у меня гадание по знакам зодиака на неделю. Неделя 31 октября, 6 ноября. Первая половина от рыбы, овны, тельцы, близнецы, раки и львы. Напоминаю, что каждое утро у нас будет солнце. Таким образом мы привязаны зависимо от ритма солнца. Также существует влияние других планет на наши эмоции, на наши события извне, наш разум, наши решения, здоровье. И мы сейчас их просмотрим. Кроме этого, также существуют родовые программы и программирование при помощи магии и духовных практик. То есть не все определяется звездами. Итак, рыбы, с чем входят рыбы в эту неделю? Маг перевернутый говорит о том, что вами манипулируют, пытаются хитро как-то вас подтолкнуть к нужному решению, не в вашу пользу. Также это может быть ваша ипостась, если вы мужчина-рыба. Такой хитрец. Хитрец. По работе, по вашим... Кто не работает, это может ваши интересы, ваши какие-то дела личные. Дорога. Планируемая дорога, которая состоится. Удачная поездка, командировка к морю. Часто это также какие-то новые горизонты бизнеса, если вы бизнесмен. Оформление, продвижение по службе, если вы нанятый работник. Социум. Общение с людьми, с которыми вы давно не виделись, встреча. Возможно, что это близкие люди, ваши родственники или друзья, те, с которыми вам было хорошо когда-то. Это карта позитивного возвращения. Также решение каких-то старых проблем в позитивном ключе. По здоровью двойка пентаклей. Разноречивая информация, если вы исследуете, какие-то сдаете анализы. Также какое-то улучшение, ухудшение, которое не постоянно, да, вот происходит. Зависит также от разные врачи говорят разное. То есть вот такая вот ситуация, в принципе, не означает какого-то ухудшения здоровья, скорее балансирует. Ваш организм балансирует. В личной жизни, десятка жезлов, вы слишком заняты своими проблемами. Также это бытовая какие-то нагрузка, если это ваш семейный, как у вас семья есть. В целом одиноким вообще не до личной жизни. Тут скорее обремененность какими-то заботами бытия. Ну и в сложных отношениях также есть какие-то отношения вот непонятные, не в браке. То есть каждый занят самим собой, вы несете свою тяжесть на своих каких-то плечах. Так, король мечей зато падает. Ну что, появление такой фигуры, это критик, человек, который пытается прорваться к вам, что-то ему надо от вас. Кстати, началось с мага. Это также может быть вопрос какой-то связанный со штрафами, юристами, всякими, всякими попытками пересечь ваше личное пространство, навязать вам свои правила. Так, дальше у нас рыбы, овны. Овны получают что-то от жизни, но метят на что-то большего. Хоть хочется чего-то большего. Вот овнам. Рутина, а хочется большего. По работе, по вашим интересам, какие-то планы ваши материальные, вы их обдумываете, идут с трудом. Какие-то медленно очень, задерживается кто-то. Что-то вы не просчитали. Такие вот собеседования какие-то непонятные. Свой бизнес, ненадежные люди пообещали, что-то не платят, мутят. По вашему социуму, окружению, ну что вас на какие-то расходы, на заботу какую-то придется вам потратить силы, а может и деньги, сверх того, что вы планировали, вы не ожидали. Возможно, также это в рабочее, свободное время, тогда, когда вы хотели отдыхать, вас припашут, грубо говоря. Припашут.
состояние здоровья, эйфория, эмоционально хорошая, физически, может, вы не замечаете. То есть вы не придаете значения каким-то симптомам. Если это улучшение, скорее всего, что это, ну, пока не настоящее улучшение, а мечта о том, что вам стало лучше. То есть вам кажется, у вас приподнятое настроение, но физически может быть все что угодно. Не означает ухудшение состояния, если у вас раньше было все нормально. О, в личной жизни дьявол. Ну, у вас подковерные игры, страсти, какой-то предмет, кто-то вас соблазняет, какие-то вот нестандартные отношения втягивает. Также, возможно, это влияние магии на вашу личную жизнь. Тут значение, неожиданный разворот, я так понимаю, он относится к личной жизни, какие-то встретили старую какую-то страсть, неожиданный разворот. Опасайтесь вообще вступать, особенно в интим, потому что тут какое-то такое, можно попасть в неожиданные развороты и получить такой очень жесткий удар по жизни. Причем это связано вот с каким-то обманом в личной жизни. Прям удар. Вот. К счастью, здоровье, деньги, окружение, все нормально, а вот перекликается этот туз именно с личным. Не соблазняйтесь, остерегайтесь. Дальше тельцы. Тельцы чем-то расстроены, обижены, переживают, это сердечко у них болит. Вспоминают все это как-то очень нервно у них. Так, ваша по работе. Тут расходы, много разговора ни о чем. То есть старые какие-то запасы заканчиваются. Тратится, все тратится. Разговоры впустую. Те, что обещали, могут вот как-то не выполнять то, что и работники, и те, кто должен какие-то заказы оплатить, они уходят, оттягивают время. Так, в социуме, вестники жизни, какие-то новости, движуха, возможно, что также вас пригласят где-то потусить, это вся такая карта. То есть легкое, ни к чему не обязывающее общение по состоянию здоровья. Тут нет ухудшения, однако вы можете почувствовать что-то, какое-то состояние, связанное с тем, что вы не доспали, не доели, то есть нарушили свой какой-то размеренный образ жизни, что не приняли таблетку какую-то, недостаток каких-то витаминов. Но это не серьезное какое-то расстройство. Вот можете чувствовать, что не так, как раньше было. Личная жизнь, шестерка кубков, свидание. Такое очень эмоциональная любовная связь, семейная такая вот очень дружественная, любвеобильная обстановка, где вы на одной волне. Прям такая любовь. Всадник кубков. Это конец недели. Приятном общении, в окружении единомышленников. Поддержка от людей, от близких людей. Приятные встречи, эмоции. Наши близнецы. Так, близнецы заняты очень сильно денежкой. Что-то они придумали. Им очень надо это получить. Перспектива денег, получения. И будете этим заниматься. Ну, пока это скорее документация, оформление какое-то. Вот скоро получите. Озабочены этими делами. Семерка жезлов. Быстро переходите. Хорошая карта, где вы порешаете все свои дела с вашими заработками, с достижением целям, с поездками какими-то краткосрочными, переезды всякие через границу, достижение собеседования очень удачно пройдут, кто ищет работу, кто выполнение планов каких-то ваших. Быстрая карта быстрого достижения. Желаем окружение, с которым вам скучно и неинтересно, но необходимо быть. Вот они тянут к вам этот кубок
Состояние здоровья в целом спокойно. Для тяжелых больных карта опасная, которая, кто давно болеет, это еще карта ухода. В целом хорошая. Для остальных это хорошая карта. Тихо, спокойно, медленно плывете по жизни. Хорошая карта также для путешествий. Можете смело отправляться в личной жизни. Тройка мечей. Неприятности, обиды, низкая оценка вас. Какие-то третьи лица возникают в ваших отношениях. Все это в недооцененность. Ой, тут же вам предлагают карта совместного проживания, брака, иерофанта, знакомства с каким-то таким очень умным ученым человеком. Ну, вот так вот. При этом возможно, что вы на нем и успокоитесь. И брак тебе, и критика. Так. Раки. Раки в работе активно чувствуют себя очень уверенно, приподнято. Это активность во всех сферах, и физическая, и по работе, и эмоционально. Так, что у нас по работе? Ну, старые методы. Вы замечаете, что старые методы не работают. Какие-то надо что-то новое придумывать. Вот, ну, как бы запас времени у вас есть. Также вряд ли какое-то собеседование принесет вам позитивный результат, потому что это люди очень долго будут думать и потом отвянут. Вот так вот. По сути, ваш социум император, ну это какая-то жесткие условия со стороны государства, возможно, диктует правила какой-то пожилой человек. А сейчас это означает всякие государственные там сложности, да, которые правила, законы, которые вас жестко будут мешать вам, ограничивать. Вот какой-то деспот, вот он вам. Особенно если вы собрались куда-то идти за каким-то решением, вам будет выставлено там миллион условий, что вы должны сделать, как вам жить, как вам дышать. Состояние здоровья хорошее, помощь терапевта, травницы, человека, который лечит, там, диетолога, тем, что принимается питье, еда через рот, таблетки, питье, настойки, еда. Ваша личная жизнь недополучаете. То есть вам все не нравится в этой личной жизни. Все не так, недостаточно эмоций, недостаточно радости, недостаточно оценка. Вот рак недоволен крайне, если она у вас есть. Также не способствует одиноким выйти из этой ситуации, где вам кажется, что это все не то, все не так, не хочется вам с этим связываться. И под конец недели карта выйдут на связь многие люди, захотят с вами пообщаться. Вы будете постоянно выслушивать как бы вот эти все рассказы. Возможно, что у вас какой-то план на выходные, но вряд ли он осуществится. Это карта постоянных откладывания каких-то новых планов, переиначивания. И лев. Левушки. Что-то вы легли просто полностью. Десятка мечей. Одна из самых отвратительных карт. Еще и прямая. Говорит о том, что в вашей жизни какой-то случится, ну прям локдаун. Просто. Сейчас посмотрим, с чем это отзовется. Четверка жезлов. Застой в работе. Ну, застой, кроме тех, кто работает именно с местами отдыха, загородными домами. Для тех нормально все как раз. А для рекреации, восстановления каких-то, для остальных что-то тяжелое, сложное. По окружающим шут. Какие-то странные, необычные знакомства. Люди, тусовка, где присутствуют люди какого-то художественного склада, актеры. Посещение может быть вот какого-то шоу. Там, где шуты, там, где странные люди необычные. Но вот для серьезных дел неблагоприятно, потому что шуты, они не выполняют каких-то своих. То есть слишком это все рискованно, то, что вы задумали в казенных домах.
Интересная карта для львов. Так, колесо фортуны перевернуто. Старые болезни, которые вы не долечили, они возвращают, тянутся к вам назад. И причем это, даже если вы с ними очень сильно боролись, вот видите, по колесу фортуны просто наступило время, когда они вот никуда от них не деться. Старший аркан еще такой по личной жизни. Делать еще девятка. Вот она что. Личная жизнь. Девятка мечей. Страхи, перепух, подозрения. Причем, возможно, что Лев, кстати, сам по себе человек подозрительный, любит всех обвинять там в чем-то. При этом ваша ипостась. Причем безосновательно. Но из-за этого страдают ваши отношения. Так, слишком много придумываете. Все-таки любовь, любовь, любовь. А вас любят, львы вас любят, любовь, причем взаимная, причем вас хвалят, вы хвалите. Может, это две разных любви таких, да? Что там вы подозреваете, а тут безусловно карта любовного наслаждения прямо. Ну, такова наша жизнь. С вами была Аграфина. Все мои контакты для обращения за магическими услугами, уроки рун, консультации Таро под этим видео. WhatsApp, мессенджеры и другие соцсети. До свидания.